А то мы сейчас стрелять начнем. Ой, я вижу танк, а ты будешь на линии огня. Вот уж таких пейзажей я не ожидал увидеть, конечно, на Кипре. Но вот скажи, что это не выглядит эпично. Изучая Google карты, я обнаружил странный одинокий объект на скалистом и пустынном побережье, напоминающий башню, и я отправился проверить, что же это такое на самом деле. Ну что ж, пришлось проехаться от самой Аянапы, наверное, километров 7-8, не так уж далеко, свернуть с главного шоссе и еще километра 3 проехаться вот по таким проселочным каким-то фермерским дорогам среди полей и фермерских угодий, чтобы встать в тупике около шлагбаума и идти теперь ногами до этой самой средневековой башни. Даже примерно понимать, как она выглядит, сложно, потому что на картинках непонятен масштаб. Но, как пишут, она в высоту должна быть около 5 метров, поэтому, я думаю, должно быть видно издалека. Местность довольно пустынна, хотя я вижу какого-то дядечку-пастуха и погрузчик. Что может делать погрузчик в поле? Никак не думал, что сегодня будет опять хайкинг. Я просто думал, что доеду на машине до этой территории, выйду, все покажу и спокойненько соберусь обратно. Придется прогуляться, да и на самом деле я не жалуюсь, я люблю такие пересеченные местности. Температура уже около 25, ультрафиолетовый индекс около 8, стоги сена на фоне синего неба и моря выглядят замечательно. Ящерицы разбегаются в стороны, и старый-старый шлагбаум, или как это назвать, ограждение, преграждает нам путь. Опасаться тут стоит красных флагов. Если висят красные флаги возле всех тех знаков, которые мы видели, это значит, что тут идут активные стрельбы. Держись подальше отсюда, если красные флаги подняты. И не трогай ничего, что может относиться к войскам, а то тебя это может убить. И вот почему, и вообще, что это значит. Эта территория полигон английских, великобританских войск, и здесь часто проводят стрельбы. И если в округе висят красные флаги, то значит разворот обязателен. Но флагов не было, поэтому мы просто топаем и наслаждаемся красотами. Какой-то парняга идет нам навстречу. Итак, навстречу нам вышел английский великобританский военный в шлепках и сказал, что у них тут разбит лагерь, они проводят учения и в их сторону снимать нельзя. Все остальное, говорит, снимай с удовольствием, с радостью. Так вот, контекст этой башни. В 16 веке венецианцы построили эту башню, чтобы следить за приближающимися с моря османскими кораблями и предупреждать об этом остров. Высотой она как будто бы меньше 5,5 метров, как заявлено в открытых источниках. Она расположена на высоте около 110 метров над уровнем моря, и это должно было дать хороший обзор, как мы видим отсюда. Обзор действительно градусов на 270, наверное. Когда ребята, сидящие в этой башне, замечали, что идут пираты или какие-то еще корабли, они разжигали костер. Это такая сеть таких башен была. По цепочке одна башня видела эту, видела дым, разжигала свой костер, чтобы еще дальше вглубь острова могли они увидеть сигналы, чтобы доставить эту информацию до Никосии, таким образом, до столицы. Высота башни сейчас, наверное, метра 3,5, и в нее, что самое примечательное, нет входа. То есть чуваки туда загружались приставной лестницей, и потом, когда они залезали туда, приставную лестницу забирали с собой внутрь. И как бы их достать было нельзя. Довольно странно,
что этот объект, являющийся древним, средневековым, вообще практически не упоминается нигде. И никто про него ничего не снимал, и никто про него ничего толком не рассказывал. Да и информации про него как будто не особо-то много, помимо той, что я рассказал. Находится он на территории Ксилофагу. Это такой населенный пункт. В этой же местности 200 тысяч лет назад обитали какие-то мини-слоны, о чем свидетельствуют некие находки. Этот край, точнее вот именно эта локация, примечательна тем, что здесь кладбище танков. Прикинь. И вот я очень хочу найти эти танки, но что-то я ни одного не вижу, хотя они должны быть здесь. Только что снова подошел ко мне чувак из военного лагеря, говорит: ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то мы сейчас стрелять начнем, а ты будешь на линии огня. Хотя я у него до этого спросил: вы стрелять планируете? Он такой: не, стрельбы не будет, просто там не ходи и все. Прямо за моей спиной их лагерь, небольшой, огороженный временным забором. Большая палатка и какое-то орудие стоит большое в сторону моря. Он говорит: короче, чувак, не рискуй. Я говорю: слушай, а куда идти? Танки хочу найти. Он говорит: я вообще в душе не знаю, просто иди в другую сторону. Я говорю: ну, окей. Он еще раз мне напомнил, что it's for my safety, of course. Базару ноль, чувак. Спасибо. Должно быть 4 танка и, по-моему, 5 английских БТРов. Но где хоть что-то из этого? Не могли же они держать их тут столько десятилетий, а потом куда-то отсюда их убрать? Такие вещи уже не убирают, а просто хоронят их здесь. Ну, типа, кому с полигона нужно что-то куда-то утаскивать, правда? Тем более многотонную броню. Так, я, кажется, опять в зону поражения иду. Нам туда нельзя. Решил залезть в Google карты, чтобы посмотреть, уточнить, найти, где эти танки тут. А военные глушат сигнал. Я, короче, не могу воспользоваться интернетом. Продолжаем на ощупь искать. Не могу найти того, что обещал мне интернет. Территория, конечно, красивая. Сказать нечего. Спасибо за картинку. Но я хочу найти то, зачем пришел. Итак, друзья, интернет удалось поймать, когда я отошел от тренировочного лагеря на километра 2. А оказалось, что танки-то не совсем возле этой башни. Туда нужно прокатиться еще пару км. Потому что по такой местности, если я буду топать пешком, я приду туда к ночи. Вот так карты и ишки, AI инструменты вводят в заблуждение. Хотя я не уверен, что и сейчас я получил достоверные данные. Но есть только один способ узнать. Выдвигаемся туда. Только теперь нужно дойти до машины, потому что я от нее прилично так отдалился. Вот оттуда я пришел, через поля там проходил, там машина стоит. Тут такие колючки, их так много, всяких разных. Все пытается тебя здесь колоть. Эти колючки нереально колючие. Колючие колючки. Они огромные, впиваются в кожу и отцепляются от растения. Маленькие гарпуны. Страха, что я потеряюсь, у меня, конечно, нет. Но вот встретить какую-то местную живность я не очень хочу в этих зарослях. Если это будут какие-то рептилии, с радостью. А если это будут какие-то арахниды, то, пожалуйста, не надо. Не переношу их. Ни в каком виде. Никаких. А машина, вон я ее вижу, вот там. 3 дня полем, а там рукой подать. Про саму башню, как видишь, сказать особо нечего, потому что много информации я про нее не нашел. Ну что ж, друзья, двигаемся к следующей точке. Нашел Ребзя, наконец-то. Слушайте, это выглядит офигеть как впечатляюще.
такой полугорной местности стоят ржавые танки. То, что я вижу, выглядит массивно и внушительно. Такие, знаешь, застывшие во времени старые старички бронированные. Смотри. Но вот скажи, что это не выглядит эпично. Насколько я понимаю, прямо это не танк. БТР. Такой покореженный. Офигеть, да? Вот уж таких пейзажей я не ожидал увидеть, конечно, на Кипре. Но как это может быть вообще кипрским пейзажем, а? Скажи мне. Ну, внутри, конечно, уже ничего не сохранилось. Только дыры от пуль. Наверное, какая-то сидушка была. Я понятия не имею, как тут все должно было быть внутри. Вон там еще. О, я вижу танк. Побежали к танку. Блин, нифига себе. Танк это вообще пушка. Танк это пушка. Да, танк это пушка на колесах. Нам нужно к ней каких-то пару сотен метров. Блин, танк вообще выглядит просто великолепно. Они еще такие ржавые, без краски вообще. О, еще один, смотри. Спрятался за кустами. Этот поровнее стоит. Пошли посмотрим. Может быть, у этого внутренности сохранились получше. Нифига себе, у него задняя дверь бетонной плитой заложена. А он полностью бетоном заложен. Это, наверное, чтобы он мог выдерживать вот такие массированные удары. Досталось тебе, чувак. Вот эти все пятна, это все попадания. А в углах и вот здесь дыры. Чувака залили бетоном, вот в чем дело, смотри. Выход из положения, чтобы он надежно держал удар, просто залить бетоном. Монолитный танк. Ой, вот они все, смотри. Раз, два, три. Там еще, по-моему, был. Сейчас будет интересно. Какие-то тропиночки к этому ведут. И спросите вы, какого черта здесь танки делают? А я вам скажу. Это британцы поставили эти танки, когда Кипр получил независимость. Англия сохранила две территории за собой здесь, две военных базы. Это не кладбище в классическом понимании бронетехники, это действующий британский артиллерийский полигон. Базы Дикелия. Вот эти БТРы, которые мы видели, Троян. А вот это впереди танк, который называется Чифтан. Выпускался с 60-х по 70-е. Они здесь с тех самых времен. То есть, прикинь, Британия на свой полигон для расстрела поставила нулевые танки. Просто чтобы в них стрелять. Чтобы тренировались ребята. Офигеть! Это просто... Если честно, я впервые в жизни вижу. Ну, танк я в детстве видел, конечно. В лесу у нас стояли. В Эстонии, под Таллином в лесу, можно было встретить заржавевшие танки. Но это... Я не знаю, как передать. Чувство уважения, чувство легкого беспокойства и восхищения. О, тут еще краска сохранилась даже. И гусеницы на месте. Прикинь. Да он просто практически в первозданном виде. Не считая того, что он забетонирован. Скажи, что это не эпично. Просто я на фоне танка на Кипре. Что-то пошло не так. Короче, нифига себе, да, объектики тут есть. Просто в поле стоят танки. Не знаю, это как-то для меня
диковато, что ли. Причем эта территория открыта для всех. Заходи, гуляй, если красные флаги не висят, свидетельствующие о том, что стрельба идет. Как тебе такие украшения природы? Или тебе кажется все норм, все ок? Все, Ребзя, это был экспресс-выпуск про необычные необычности, как обычно. Присоединяйся к моему телеграмму или вот здесь QR-код, или внизу по ссылке. Пиши в комменты, что думаешь о такой необычной находке. Стоит ли вообще такие вещи держать украшением живописных горизонтов? Спасибо, что со мной. Буду стараться искать новые и новые необычные локации или обычные. Будем изучать остров. До новых встреч. Пока.